Александров Юрий Иосифович, профессор, доктор психологических наук, заведующий лабораторией Института психологии РАН, которая 7 раз подряд становилась победителем конкурса при поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, экс-президент Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований, сопредседатель секции психофизиологии Российского психологического общества, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Добрый день. В своей лекции сегодня я буду рассказывать вам о разных людях, которые разные даже внутри одной культуры, тем более разные в разных культурах, и о том, какой у этих людей мозг, какие нейроны в мозгу этих людей, и как вообще эти нейроны и культура связаны друг с другом. Как это не кажется далеким. Начать я хочу вот с чего. Много-много лет назад мой учитель Вячеслав Борисович Швырков, я сегодня фотографию вам покажу во время своего доклада, он говорил мне такие вещи, которые тогда мне казались перегибом. Он говорил следующее. Ты знаешь, Юра, вообще исследование объективными методами нашего субъективного мира – это самое главное, что должен делать человек. Потому что... Как это не кажется, может быть, странным, но когда мы поймем, как устроен наш субъективный мир, мы сможем решить все остальные проблемы. Политики, экономики, ну и, естественно, социологии. То есть вообще проблемы, стоящие перед человеком, ключ к ним – познание субъективного мира. Ну, меня тогда интересовали нейроны. Я вообще был такой человек, который интересовался... скажем, довольно узкими вопросами, и мне казалось, что это явный перегиб. Лекция, которую я сегодня буду читать, она как раз про это. Она про то, как оказался прав мой учитель. Она про то, как может познание субъективного мира объективными методами, как оно может быть связанным и, если хотите, влиять на такие вещи, как политика, экономика и вообще жизнь в обществах и отношения людей в этих обществах. Если взять такие главные точки в моей лекции, о которых я буду говорить, то речь будет идти о нейронных специализациях, что умеют делать нейроны и относительно чего они обучаются, так грубо говоря. И о специализации индивидов в обществе. Что умеют делать эти люди, относительно чего они специализируются. И затем я попытаюсь связать две этих вещи. Почему я это делаю? Не является ли это, ну, скажем так, смешением слишком разноуровневых вещей? Являлось бы, если бы я сводил социальные и культурные феномены к спайкам. Но на самом деле мы этого делать не будем. На самом деле, если вы посмотрите на картинку, которая перед вами, то эта картинка отражает вот следующую закономерность, что самые разные науки, которые вы видите здесь написаны, психология, молекулярная биология, культурология, социология, они с разных сторон описывают разные звенья, если хотите, единого цикла. Это цикл, который связывает структуру культуры, структуру генома, нейронные специализации, субъективный опыт, структуру общества и структуру культуры. И эта схема значительно упрощена. Потому что на самом деле здесь существует еще педагогика, экономика, юриспруденция, политология, которые изучают на самом деле, даже если люди этого не осознают, они изучают тот же самый цикл. И естественно, что если вы с помощью методов разных наук... А, кстати, почему эти науки разные? Почему у нас так много разных наук? Ну, с одной стороны, это, конечно, закономерности развития самой науки. Но с другой стороны, как замечательно в свое время отметила философ английский Мэри Минглей, в нашем обществе столько наук, сколько потребностей общества. То есть на самом деле существуют общественные потребности. Эти общественные потребности формируют взгляд и поиск тех аспектов вот этой вот единой реальности, которую вы перед собой видите,
относительно которой люди специализируются. И вообще-то наша наука и наше общество, она очень поддерживает специализацию людей. Она поддерживает их высокую специализацию в области узкого взгляда на проблему. Это практически выгодно для общества. Но с другой стороны, для общества выгоден также и взгляд, который называется рисование в англоязычной литературе, это называется big picture. То есть, иначе говоря, для того, чтобы вам понимать, как связаны эти вещи, люди, культуры, нейроны, гены, вы должны иметь общую картину. Эта общая картина желательно, чтобы была системной. Но если у вас не будет системной логики и системного языка, то вы будете сводить данные одной науки к данным другой. И вы будете говорить, социальные явления – это такая активность нейронов. Или что-нибудь в этом роде. Или психологические процессы – это активность такого-то и такого-то нейрона. Вот такая редукция, она, может быть, с практической точки зрения может давать некоторые плюсы, но с точки зрения теоретической, фундаментальной, это совершенно неверный подход. Вот мы с вами этого подхода постараемся избегать. Я прошу прощения за в виде исключения здесь английские термины на этом слайде. Просто он мне очень нравится, эта картинка, потому что эта картинка авторская, вот она хорошо показывает различия между стандартной теорией эволюции и расширенной теорией эволюции. Что такое стандартная теория эволюции, которую вы все знаете, и вообще в любом учебнике, да даже и без учебника вы это и так знаете. Вот среда в определенный момент действует на популяцию, у которой есть определенный генетический пул этой популяции. Эта среда меняет определенным образом генетический пул. За счет генетической наследуемости вы имеете на следующем этапе другой генетический пул. И на этот генетический пул действует следующая среда, опять происходит отбор и так далее. И вот такие вот этапы: среда, пул, наследование, среда, пул, наследование. Что включает расширенная теория эволюции или теория генкультурной коэволюции и построения ниш? Она включает простую идею, которая вообще-то настолько очевидна, что даже не знаю, как надо ли ее обосновывать. Мы создаем среду. Во всяком случае, для человека это совершенно ясно и очевидно. Человек строит среду. Его воздействия на среду таковы, что с ними впору бороться. И для этого вообще существуют специальные методы борьбы с нашим воздействием на среду. Так вот, мы создаем себе ниши, мы строим дома, мы строим поезда. Но это делают не только люди, это делают животные. Бобры строят плотины, муравьи строят муравейники. И тогда оказывается, что на пул, на генетический, влияет не просто физическая среда как таковая, а та среда, которую создал данный, грубо говоря, геном. То есть, иначе говоря, закономерность здесь такова. Ниша отбирает соответствующие пулы. Эти пулы конструируют и реконструируют нишу. Эта реконструированная ниша благоприятствует соответствующим пулам и так далее. То есть, иначе говоря, эта расширенная теория эволюции, она включает как средовую или экологическую наследуемость, наше влияние на среду, так и генетическую, как и обычная теория эволюции. И вообще некоторые авторы считают, что вот это представление о создании ниши генкультурной коэволюции является одним из наиболее важных достижений теории эволюции XX века. Как проявляется вот эта коэволюция генома и культурной среды? Коэволюция генома и культуры. Существует значительное количество работ, в которых это исследовано. Вот два, как мне кажется, очень ярких примера я вам приведу. И один из этих примеров будет касаться фермерского молочного хозяйства, а второй пример различных сельскохозяйственных приемов, которые используют люди. Пример номер один. Он наиболее известен вообще в теории генкультурной коэволюции. Вот здесь вы можете видеть на этой картинке, как связана частота аллелей гена, обеспечивающая у взрослых устойчивость к сырому молоку, необработанному.
Оказывается, совершенно не все люди могут пить сырое молоко, а некоторые его совершенно не переносят, это сырое молоко, и могут пить только обработанное молоко. И это известно. Ну и известно еще, что детки все могут пить сырое молоко, а потом у взрослых это исчезает, но не у всех. В некоторых культурах это не исчезает. И есть много людей, которые переносят сырое необработанное молоко. В каких культурах? А в тех культурах, где существует фермерское молочное хозяйство. Кто первый? Это у них фермерское хозяйство, потому что у них такие гены? Или у них такие гены, потому что у них фермер? Но вообще постановка этого вопроса, казалось бы, немножко странная, потому что речь идет о ген-культурной коэволюции. Они движутся вместе. То есть, если вводится фермерское хозяйство, то, соответственно, отбираются соответствующие гены. Но, тем не менее, имеются исследования, которые показывают, что если мы берем геном европейцев раннего неолита, то у них число аллелей гена, который обеспечивает устойчивость к этому сырому молоку, очень низкое, либо он вообще отсутствует. То есть, иначе говоря, по всей видимости, все-таки появление фермерского молочного хозяйства и затем отбор. Отбор тех аллелей и тех популяций, которые могут перебаривать это молоко в тех культурах, в которых это молоко пьют необработанным. Это еще, как мне кажется, более яркий пример, потому что он относится к одной группе людей, так называемые ква-говорящие люди в Западной Африке. Эти ква-говорящие люди интересны тем, что они используют разные типы агротехнических приемов. Одна группа убирает леса и вырубает, и использует так сельскохозяйственные приемы, которые приводят к накоплению вод. А появление этих вод приводит к появлению москитов. А появление москитов приводит к малярии. А дальше в этой популяции ква-говорящих людей отбирается популяция, в которой выше частота аллеля, которая обеспечивает устойчивость к малярии. Если вы возьмете другую группу ква-говорящих людей, у которых нет таких агротехнических приемов, то у них будет достоверно ниже частота аллеля, обеспечивающего устойчивость к малярии. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, иначе говоря, введение соответствующих агротехнических приемов, люди делают нишу, а оно способствует соответствующим формам отбора. Это структурное описание того, о чем я вам говорил. Здесь вы видите с одной стороны структуру культуры, а с другой стороны системную структуру индивидуального опыта и индивидуального развития. Что мы самое главное здесь должны отметить? Самое главное мы должны отметить, что формирование вот этих вот систем и структуры индивидуального опыта происходит в той или иной культуре. Позже я покажу, и специально это говорю, любое наше поведение является культурозависимым и формируется в культуре. Как формируется поведение в культуре? Оно формируется через специализацию нейронов. То есть мы делаем такие нейроны, которые умеют делать что-то вот такое специальное. Об этом мы будем специально подробно говорить. Как мы можем сформировать нейрон соответствующей специализации? Мы должны поменять генетическую активность. То есть, иначе говоря, вот этот цикл, который я вам показывал на первом рисуночке, он здесь выглядит таким образом. Система генез в культуре через активацию генома, специализацию нейронов, формирование структуры субъективного опыта, индивидуального опыта индивидов, коллективное действие, формирование культуры, обучение в культуре и так далее. Вот мы по этой цепочке с вами пройдемся. Но вы уже видели, что из картинки это видно очень хорошо, что эти структуры вообще как одно и то же. Они сильно похожи друг на друга. И действительно, в этих структурах культуры и структурах индивидуального опыта есть очень сильные аналогии. Аналогия номер один. Все структуры, и структура опыта, и структура культуры основаны на принципе селекции, отбора. То есть везде есть исходное разнообразие, и везде обучение отбирает те или иные нейроны для того, чтобы они стали специализированы. А если речь идет о культуре, то в культуре производится много-много разных элементов, а затем в процессе развития культуры какие-то элементы отбираются, отсеиваются, а какие-то устраняются.
вторая аналогия, это развитие как культуры, так и индивидуального опыта, их системных структур от наиболее глобальных до наиболее дифференцированных форм, связанных с деталями. Это вот второе сходство. И, наконец, третье свойство, оно очень важное, и о нем я буду специально потом говорить. Вновь образующиеся элементы как нашего опыта, так и культуры не отменяют ранее образованных, но наслаиваются на них. То есть, когда что-то происходит, про опыт мы поговорим, но вот в культуре это вообще очень важно знать, например, тем, кто планирует что-нибудь вообще делать, что когда вы вводите некую инновацию в культуре, то эта инновация должна вписаться и согласоваться с тем, что уже в культуре было, потому что то, что было, не вытесняется. Это вот важный принцип. Сейчас я вот эту вещь хочу, динамику культуры, вам продемонстрировать. Сначала на одном таком классическом примере из социодинамики Моля. Это динамика, изменчивость длины и ширины платья на протяжении столетий. Посмотрите, как это красиво менялось. И, кстати говоря, не быстро. А это данные, опять же, касающиеся динамики культуры, которые относятся на протяжении вот серьезных преобразований в нашей стране, как вы видите, с 1994 года, это, начало перестройки, до почти сегодняшнего дня. Они относятся к нашей оценке умного человека. Мы все оцениваем людей умный, глупый, не очень умный, хотя большинство из нас не имеет четких критериев этой оценки. Но нам просто ясно, это дурак, а это тут умный. И все, что там оценивать, это и так ясно. Но на самом деле существуют способы и приемы экспериментальной психологии, социальной психологии, которые позволяют выделить те неосознаваемые вами переменные, которыми вы пользуетесь для того, чтобы людей классифицировать. И вот когда вы такую оценку произведете, то окажется, что в русской популяции, в популяции России, скажем, люди выделяются такие вот наиболее важные факторы, как культура мышления и социально-этический фактор. Культура мышления – это технический фактор. То есть, как человек решает проблемы, хорошо-плохо. А второй фактор, социально-этический, как этот человек, каков он по отношению к окружающим. Какова его этичность? Добр ли он, помогает ли он людям или нет? Как ни странно, этот фактор входит в оценку умности человека. Если вы возьмете другие культуры, например, американскую культуру, то там социально-этический фактор не выделяется. Там превалирует культура мышления. Теперь вот после того, как я вам эту оценку дал, посмотрите, что у нас происходило. Вот это 1994 год. У нас есть оба фактора. Может, чуть-чуть побольше, социально-этический фактор. Затем 2004 год. Мощнейшие перестройки социально-экономические в стране, мощнейшее влияние на страну. Что мы имеем? Мы имеем то, что мы условно назвали вестернизацией. Со страшной силой вырастает фактор культуры мышления в оценке умного человека через 10 лет. Но при этом, заметьте, социально-этический фактор никуда не девается. Он остается. То есть мы не становимся американцами. У нас действительно возрастает вес вот этого назовем его условно в кавычках западного фактора, но при этом наш фактор тоже остается. Проходит еще 6 лет. Чего мы видим? Мы видим откат назад, мы видим ребаунд. То есть, иначе говоря, наш родной социально-этический фактор опять вылезает сильно-сильно, придавливается фактор культуры мышления, и мы возвращаемся, да еще, пожалуй, с перехлестом, к тому, с чего начинали. То есть, иначе говоря, то, что составляет ядро социальных представлений, этические представления, они никуда не деваются. Они остаются, хотя мы можем меняться, и у нас там что-то такое может с нами происходить. Вот только что я вам рассказывал о работе, которая позволяет выяснить наше отношение к умному человеку. И вот мы его выяснили. И сейчас я вам показывал эту динамику. А зачем нам нужны исследования мозга вообще? Если мы, например, сейчас... а мы с вами собираемся это сделать, если мы сравниваем людей разных профессий, людей с разными политическими убеждениями, людей, которые живут в разной культуре, нельзя ли нам обойтись традиционными методами политических наук, социологии и психологии? Ответ. Конечно, можно. И, в общем, так и делается. Но это будет недостаточно эффективно. Здесь, на этой картинке, показаны результаты довольно свежей работы, в которой авторы сравнивали людей, принадлежащих к демократам и республиканцам, то есть, причем активно работающих в этих партиях, имеющих соответствующие политические убеждения. И вот вы видите столбики на картинке.
Эти столбики отражают разницу в поведении, в решении этими людьми проблем, связанных с риском. Что мы видим? Нет отличий в поведении. То есть, иначе говоря, поведение республиканцев и демократов внешне неотличимо. И мы бы сказали, что это одинаковые люди, они одинаковым способом решают эту проблему. Но тогда мы лезем в мозг. И мы смотрим, каким образом, путем картирования мозга, каким образом они решают эту проблему. И тут мы обнаруживаем, вот здесь даны две структуры, мы сейчас не будем входить, какие они, это слишком долго у нас займет. Но вы видите, что у демократов и либералов противоположные отношения в активности этих структур. Вот, скажем, одна структура значительно сильнее активируется у демократов, совсем чуть-чуть у либералов, и наоборот в другой структуре. То есть это разные картинки активности мозга. Иначе говоря, эти люди внешне одинаково решают проблему, но для этого они используют различные приемы, различные, так сказать, когнитивные механизмы, возможно, у них даже включены. Следующий пример такого типа. Существуют индивидуалисты и коллективисты. Ну, например, японцы и американцы. Два типа культур. Совершенно ясно, что в этих культурах люди по-разному оценивают себя и отношение к себе со стороны общества. Для коллективистов это более важно. Как на тебя смотрят. Для индивидуалистов, в общем, более важна моя собственная оценка. Так вот, им дают задачки, опять-таки, я не буду входить в суть задачки, и они начинают решать эти задачки, индивидуалисты и коллективисты. Они оценивают мое мнение, свое мнение о себе, ну, так сказать, взгляд на себя, а также как на меня смотрит другой человек. И сравнивают людей двух культур. Что видят? Нет разницы. То есть, иначе говоря, индивидуалисты и коллективисты эту задачку решают одинаково. И мы бы должны были сказать, да, они индивидуалисты и коллективисты, но вот что-то вот в этом отношении они как-то вот одинаково действуют. Смотрим мозг. И чего мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что у индивидуалистов большая активность в соответствующей области, ну, медиальной и префронтальной коры, когда они решают задачу самоинтерпретации, как я на себя смотрю. А у коллективистов больше активация той же структуры, и вот внизу эти столбики это четко показывают, когда эти коллективисты решают проблему, как меня оценивает другой. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, внешне одно и то же поведение неотличимо у этих людей друг от друга. При анализе мозга оказывается, что там вообще чуть ли не противоположные механизмы. Но, во всяком случае, разные механизмы обеспечивают эту оценку. Почему активность мозга оказывается таким чувствительным индикатором подобных различий? По всей видимости, в первую очередь, это зависит от свойств составляющих мозг клеток нейронов. Здесь вот вы их видите. Это клетки мозга, которые обмениваются, нам сейчас с вами это понадобится, обмениваются потенциалами действия, спайками. Вы эти спайки увидите и даже услышите. Я вам это дело покажу. И, в общем, для того, чтобы нам понять, как нейроны становятся специализированными в отношении того или иного поведения, мы привлечем теории, которые называются селективными теориями научения. Здесь, собственно, два пункта. Первый пункт – это селекция. То есть, иначе говоря, нейроны – это не гомогенные элементы, между которыми просто меняются веса синаптических связей, как это считают некоторые люди. А нейроны разные. Это вот странное, простое и очевидное учение. Они разные. И когда мы встречаемся с той, как они становятся разными, это отдельный вопрос. К сожалению, нет времени на это. И когда мы сталкиваемся с той или иной ситуацией, то, грубо говоря, эта ситуация ищет в нашем мозгу те клетки, которые максимально по своим свойствам соответствуют тому, чтобы решить эту ситуацию. И тогда они берутся, и тогда они становятся специализированными. Как выглядит эта специализация, я покажу потом. Процесс специализации. Ну вот я вам показываю двух авторов, которые очень много сделали в этом направлении. Один из них – это лауреат Нобелевской премии Эдельман, и второй – мой учитель Швырков, о котором я вам рассказывал в самом начале лекции. Относительно чего нейроны специализированы? Они специализированы относительно систем, формируемых на последовательных стадиях индивидуального развития. То есть мы развиваемся, мы постоянно формируем системы, и в отношении этих систем устанавливается специализация нейронов. Что мы имеем внутри нас, в нашем субъективном мире, в результате такой специализации? Мы имеем Наполеон, то есть пирог слоеный. Или, если хотите, это приствольные круги, годичные круги дерева. Только это годичные круги дерева, где это не год прошел, а это научение прошло. И вы имеете новую специализацию.
И когда вы формируете новую специализацию, вот эта вот красненькая новенькая система, она не вытесняет те синенькие, которые были, а наслаивается на них. И вот этот вот пирог вы наращиваете в течение всей жизни. И вот этот самый пирог и связи сложнейшие между отдельными слоями этого пирога, он обусловливает содержание и динамику вашего субъективного опыта. То, как вы живете, то, как вы видите, то, как вы общаетесь. То есть ваше научение и куют структуру вашего субъективного мира. Как они проявляются? Как мы видим, что нейроны специализированы? Мы видим это по их активациям, по тому, как они дают спайки свои в поведении. Вот эти самые, о которых я говорил. Вот на данной картинке эти спайки обозначены точечками. Видите, такие строчки и точки. Каждая точка – это спайк. А линия – это нажатие на педаль. Вот когда животное нажимает на педальку, то активируется соответствующий нейрон, давайте его назовем педалеспецифичный. Он активирует. При нажатии другой педали, видите, его активации нет. Он обеспечивает, хотя для вас, что одна педаль, что другая педаль, да какая разница? Для животного, для этого индивида, это разные педали, потому что они обеспечивают подходы к разным кормушкам. И нейроны, оказывается, специализированы одни относительно одной педали, другие относительно другой педали. Это два разных куска субъективного опыта у данного животного. Как формируются эти специализации? Они формируются за счет, в частности, активации генетического аппарата клеток. Вот активация генетического аппарата клеток на этом рисунке представлена в виде точечек. Вот видите, в квадратике много-много точечек. Каждая точечка – это с помощью иммуногистохимических методов показано, что активирован соответствующий ген в клетке. И активация этих генов, она приводит к активации других генов и к морфологическим перестройкам клеток. До этого мы сейчас дойдем. То есть меняется и морфология тоже, а не только активность. И вот вы видите на этой картинке, что там, где много специализированных нейронов, где в процессе научения много клеток специализируете, видите, там 28%, там и большая экспрессия. Там, где в структуре, где поменьше нейронов специализируются, там и экспрессия поменьше. То есть эта экспрессия и обеспечивает этапы специализации нейронов. Если вы специализировались, ваши нейроны, то это надолго, по всей видимости, навсегда. Вот здесь показан прекрасный эксперимент, проведенный Томпсоном и Бестом довольно давно. Почему он прекрасный? Потому что мы, как правило, регистрируем активность нейрона очень недолго. Они регистрировали активность одного нейрона 152 дня. Мне просто даже вот, я как человек, имеющий к этому отношение, я просто преклоняюсь перед такими возможностями. 152 дня они регистрировали. Это значительная часть жизни животного. Там где-то треть-четверть. Вот. Видите, первый день регистрации. Этот нейрон активируется в шестом рукаве лабиринта только. Он избирателен в отношении побежки в шестой рукав лабиринта. В первом рукаве нет. Проходит 152 дня. Это не просто 152 дня, это жизнь. При этом животное обучается куче всяких разных актов, там, в том числе и оборонительного поведения. Вы берете этот нейрон, смотрите. Он как активировался в шестом рукаве, так он и активируется в шестом рукаве. А в первом нет. Как я уже только что говорил, научение меняет не только функционирование, но и морфологию мозга. Причем это не только у животных выявляется, это выявляется у людей, причем у людей, принадлежащих к разным культурам, и об этом мы с вами поговорим позже. Вот как это выглядит, изменение морфологии при анализе. Вот здесь вы видите с помощью специальных методов у живого обучающегося животного мы можем увидеть дендрит, отросток этого самого нейрона. А вот эти вот беленькие штучки такие на дендрите – это шипики. Это те шипики, которые обеспечивают контакты между разными нейронами. И вот посмотрите, до обучения вы видите картину, а потом после обучения. Что после обучения происходит? Появились новые шипики. То есть морфология этой клетки поменялась в результате обучения, и авторы связывают вот это вот формирование шипиков в процессе обучения с пожизненным сохранением памяти. Это я привожу прекрасную цитату из Пригожина, которую, может быть, многие из вас знают. Это один из создателей синергетики, неравновесной термодинамики, который отмечал, что необратимость – это тот механизм, который создает порядок и организацию. И вот с такого типа необратимостью мы имеем дело во всех эволюционных процессах, в том числе в процессе индивидуального развития и культурного развития. Делается шаг, следующая дифференциация, делается шаг, следующая дифференциация. Шага обратно невозможен. Шага назад не бывает.
Нужны специальные методы искусственные для дедифференциации в кавычках. Необратимость, однако, не значит неизменность. Не значит, что вот если вы что-то создали на определенном этапе антогенеза, то оно так вот с вами всю жизнь в неизменном виде. Нет. Эксперименты, как наши, так и других лабораторий, показывают, что когда вы формируете новый элемент опыта, он здесь образован красненьким, то у вас имеется вообще два процесса. Процесс номер один – это формирование специализации нейронов относительно вновь формируемого акта. Процесс номер два, не менее важный – это реорганизация ранее сформированного. Подстройка ранее сформированного под вновь формируемое поведение. Иначе говоря, каждое новое научение – это перестройка структуры опыта в целом, а не только прибавление одного кирпичика к кладке. Понимаете идею, да? Это целостная перестройка, это очень важная вещь. Теперь я покажу варианты специализации. Как это вообще выглядит в живой жизни? Вот здесь я показываю нейрон, и вот так выглядят вот эти палочки, это и есть потенциал действия нейрона. Это показатель того, что он активирован. Вот этот вот я вам показываю нейрон у болотного воробья, который активируется, когда он прослушивает определенную песню и когда он исполняет эту песню. То есть, иначе говоря, его специализация – данная песня, а другие нейроны обслуживают другую песню. Понимаете, да? То есть он специализирован относительно экологически важного события. Исполнение этой песни, которая там, может быть, привлекает самку или что-то другое делает. А сейчас я вам покажу еще один очень интересный нейрон. Это так называемые нейроны гнезда. Это что значит? Животные, в том числе мыши, строят гнездо. Для того, чтобы построить гнездо, должен быть объект вот такой формы. Если вы возьмете и измените форму, он будет выпуклый наверх, то это уже не гнездо. Из него гнездо нельзя построить. Понятно, он должен быть вогнутый. И существуют нейроны, которые активны только когда животное сталкивается с объектом, когда он вогнутый. Посмотрите на эту картинку. И заодно послушайте, как звучит активность нейронов, когда мы регистрируем их в реальном эксперименте. А сейчас я покажу другую картинку, она еще более убедительна. Здесь он сначала подходит и обнюхивает чашечку, которая перевернута дном кверху. Это не гнездо, из него нельзя построить гнездо. Нейрон молчит. А потом экспериментатор просунет руку и перевернет ее. И тот же объект стал гнездом. Увидите, что произойдет. Вот это вот нейрон такой экологически важного поведения, поиска объекта для гнездостроительного поведения. Мы можем формировать нишу индивида. В принципе, мы это делаем, в культуре мы это делаем постоянно. Вот это вот часть моей ниши. Это компьютер, с которым я сейчас работаю. Мы можем создавать нишу для этого животного в пределах его экологических возможностей. И что создаем, такие специализированные нейроны и получаем. То есть мы можем сформировать ему те наборы, которые пожелаем. Повторяю, в пределах его экологических возможностей. На этой картинке видно, что когда мы учим его дергать за колечко, и он с помощью подергивания за колечко получает пищу, то мы формируем нейрон колечко-специфичный, который обслуживает вот этот такт, извлечение его из памяти и подтягивание за кольцо. Мы научим его жать на педаль, и мы научим педали-специфичный нейрон. Чему научите, то в голове и будете иметь. Такие специализации в голове и будут. И, как вы теперь уже поняли, надолго, если не навсегда. Культура делает с нами примерно то же самое. При этом культура, это эволюционисты прекрасно знают, она использует древние системы. То, что раньше служило для чего-то другого. Существуют структуры, которые активируются, когда мы испытываем физическую боль. Они здесь вот красненьким обозначены. Существуют структуры, которые активируются сильно, когда мы испытываем радость. Например, едим шоколад. Большей радости трудно себе представить. Да? Вот. Теперь, что делает культура? Предположим, человек кому-то завидует. Причем эта зависть тем сильнее,
чем ближе она к его профессиональному полю. То есть в том поле, где он видит человека, который что-то делает намного лучше, чем он ему начинает очень сильно завидовать. Какие структуры при такой зависти активируются? Те, которые обусловливают физическую боль. Этому человеку больно, когда он видит, как кто-то делает это очень хорошо, лучше меня намного. Теперь, этот человек, который делает что-то лучше, он терпит неудачу, фиаско. Что активируется у этого человека? Шоколад. Это так хорошо, так здорово видеть, как он получил план. Причем вот этот вот график, который вы видите справа, он показывает, что чем сильнее он ему завидует, тем сильнее он радуется, тем сильнее активируются те структуры, которые связаны с радованием по поводу поражения тому, кому завидуешь. Здесь маленькое вступление. В свое время академик Анохин и академик Бехтерева, Анохин в общетеоретическом плане, а Бехтерева в прямом плане, так сказать, сформулировали представление о детекции ошибок. У нас существуют такие специальные механизмы, говорила она, в мозгу, и электрофизиологических можно обнаружить, которые активируются, когда мы ошиблись. И вот здесь вот обозначена структура цингулярная кора, в которой, это уже современные авторы, выявляют потенциалы, красненьким обозначено, которые связаны с детекцией ошибок. Чего делает социум? Да, зачем нужна детекция? Ну, например, чтобы мы обучались. Вот мы что-то делаем, да, и ошиблись. Не то. Ага, детектирование ошибки, коррекция поведения. Чего-то другое делаем. Ошиблись. Коррекция поведения. И это вот детектор ошибок служит для того, чтобы мы обучались и лучше адаптировались к среде. А теперь смотрите, что делает социум. Он использует этот механизм для того, чтобы сделать нас конформными. Чтобы наша точка зрения соответствовала точке зрения окружающих нас людей. Приближает нас к социуму. Ну, скажем, если хотите, может быть, это очень грубо, немножко деиндивидуализирует. Значит, как это делается? Вот здесь такая была красивая задачка. Показывают симпатичную девушку, испытуемую. И просят его: оцените, пожалуйста, по стокотобальной шкале, насколько она красива. Он оценивает. А потом ему показывают ту же девушку и говорят: а вот европейское сообщество, это неправда, оценила эту девушку на столько-то баллов. И эта оценка отклоняется от его собственной. И когда испытуемый видит отклонение этой оценки, то у него активируется та самая цингулярная кора, связанная с детекцией ошибки, и потом он при следующем тестировании сдвигает свою оценку к оценке европейского сообщества. Понимаете? То есть, иначе говоря, вот эта вот детекция ошибок, социум это использует для того, чтобы сделать нас согласными с окружающим, чтобы сделать нас конформными. Кстати говоря, в разных культурах это выглядит немножко по-разному. Степень конформности. А теперь я вам хочу показать специализированный нейрон в мозгу человека, уже не животного. И это у нас с вами опыт специфический. Например, опыт соотношения с видеорядами, с фильмами. И сейчас вы увидите больного, у которого регистрируется активность нейрона, и этот нейрон специфичен относительно Симпсонов. Ему показывают самые разные вещи, и нейрон практически молчит. Потом показывают Симпсонов, и этот нейрон работает исключительно при показе Симпсонов. Потом будет следующий сюжет, он будет без перерыва. Он начинает вспоминать. И он вспоминает сначала Нью-Йорк, нейрон молчит. Потом там еще что-то он вспоминает, я забыл что. Нейрон молчит. А потом он говорит «Симпсоны». И будет слово «laughing», и смеется. И в это время работает нейрон. То есть этот специализированный нейрон, относящийся к этому куску опыта, обеспечивает как наблюдение за этим событием, так и воспроизведение его из памяти. Он специалист в этой области. Смотрите, как это выглядит. Welcome to Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? I have a dream. Get out of here. Now, jump in, Mark. Trust me. Flying. I have a dream that one day. Hey, Dad. Right outside. Get out of here. Now, jump in, Mark. Trust me. Воспоминания.
Ну вот, вы увидели, как ведет себя нейрон у человека, и это связь с определенными кусками его субъективного опыта. Теперь, внимание, я хочу подчеркнуть, что нейроны, как в мозгу человека, так и в мозгу животного, они специализированы не относительно геометрии, там, свойств каких-нибудь, они специализированы и не относительно слов у человека. Они специализированы относительно внешних и внутренних действий человека, достижения им каких-то определенных результатов. Вот здесь вы видите нейрон, столбики внизу в данном случае обозначают его активность, когда она вот достаточно выражена. Это специфический нейрон, связанный с актрисой Берри. Ну, нравится ему эта актриса, но помнит он ее хорошо. И этот нейрон будет активироваться в самых разных ситуациях, как бы вы эту Берри не показывали. Вот тут сверху идет ряд. Посмотрите, насколько разнообразные картинки. Это явно не связано с какими-то красками, геометрией и так далее, так далее. Это идея, концепция актрисы Берри. И даже когда на экране пишется Берри, то активируется тот же нейрон, связанный с данной концепцией. Он обслуживает определенный кусок субъективного опыта, с какой бы стороны вы к этому куску не подошли. И вот это очень важно. Очень важно, что наши нейроны – это не физические приборы. Что я имею в виду? Вот посмотрите анализатор спектра. Анализатор спектра, ему все равно, спектр чего анализировать. «Вставай, проклятием заклеменный» или «Боже, царя храни». Какая разница? Он вам и там спектр, и здесь. Если я возьму сейчас метафору простую, то метафора будет такая. Если наши нейроны и анализаторы, то для «Вставай, проклятием заклейменный» будет один анализатор, а для «Боже, царя храни» будет другой анализатор. То есть, иначе говоря, они будут песни и идеи специфичными. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот эта вот картинка тоже из нашей работы. Здесь животное осуществляет внешне одно и то же поведение, сверху и снизу. Одно поведение – это пищедобывательное, то есть он нажимает уже знакомое вам поведение на педальку и получает пищу из кормушки. И у него активность очень вариабельная, в общем, считайте, что это не специализированный нейрон в этой ситуации. А затем он жмет на ту же педальку, залезает в ту же кормушку, но получает там алкоголь. Этот кролик хронически алкоголизирован, у него есть потребность в алкоголе. И что у него? У него внизу, вы видите, мощная активность в этом кружочке. Вот эти вот палочки, это и есть его активность. Он активируется. Он, если хотите, алкоголодобывательно-специфичный. При том, что внешне для вас это абсолютно одинаковое поведение. Но это разные куски его опыта. Это добывание алкоголя, это добывание пищи. Для них мы имеем разные клетки, специфические. Значит, и если мы с вами теперь берем мозг человека, то тут есть вот такая важная вещь. Он обучается самым разным действиям. Вот они здесь так вот схематично обозначены. И эти действия проецируются на его мозг. Не в одну какую-то структуру мозга, хотя, конечно, они распространены неравномерно по мозгу, но, тем не менее, это всегда общемозговая активность. И вот все эти специализации и навыки нейронов, они связаны с тем, чем он обучается в этой культуре. И, как вы понимаете, в разных культурах он будет обучаться разному. И поэтому вы получите в разных культурах людей с разными наборами специализаций. И вот то, о чем я вам буду рассказывать в следующей части лекции, это те следствия, которые мы имеем внутри культуры и в межкультурном анализе, связанные с тем, что мы у разных людей имеем разные наборы специализаций.